Микеле Наварро требовал, чтобы его называли «Отче наш», ни больше, ни меньше. В каком-то смысле он имел на это право. Именно Наварро положил начало мафиозной семье города Корлеоне, в будущем самому сильному, жестокому и знаменитому клану на Сицилии. Он не был прямым наследником Вито Кашафера и Калоджеро Вицини, но только с ними в один ряд его можно поставить по славе и престижу. Он любил власть, хотел ее и имел. Говорят, только ради нее было все, чем он занимался, от благотворительности до криминала. Некоторые исследователи считают его самым ярким воплощением власти среди всех и не только мафиозных боссов того времени. А впрочем, судите сами. Однажды в Италии. Он родился в 1905 году и был одним из 8 отпрысков мелкого землевладельца. Землевладелец, может, и мелкий, но сыграл крупную роль в борьбе с организованной преступностью, развернутой при Муссолини железным префектом Чезаре Мори, став причиной многочисленных арестов, в том числе и в Корлеоне. Но Микеле – паршивая овца в добропорядочной семье, дурные наклонности он демонстрировал с малых лет. Любил покомандовать, а когда не действовали слова, легко пускал в ход кулаки, хотя, возможно, это был всего лишь излишне живой темперамент. Впрочем, несмотря на всю эту живость, Микеле хорошо и старательно учился, а после окончания университета сделал головокружительную карьеру в медицине. С такими задатками родной Корлеоне ему явно тесен, но тем не менее он никогда не стремился оттуда сбежать. Возможно, потому что, как Юлий Цезарь, предпочитал быть первым в маленькой деревне, чем вторым в столице. Высокий и статный, альтруист и филантроп, и в то же время демагог. К тому же, как это нередко бывает на Сицилии, с таким гипертрофированным чувством собственного достоинства, что его следовало бы называть гордыней. В 1936 году Наварро женится на Томмазе Кашо, родственнице, по сицилийским меркам, корлеонского бандита Джулиано Риэлы. Наварро – заядлый охотник, азартный картежник, при этом нередко принимает больных бесплатно и даже платит за содержание в частных клиниках бедняков, которые не могут сами себе этого позволить. Правда, говорят, что делает это он вовсе не из человеколюбия, а из любви к власти. Но беднякам без разницы, они целуют Отче нашему руки, и его мотивы не особенно их заботят. Мотивы и впрямь не всегда благородные. Когда Микеле Наварро не смог стать директором только что построенного в Корлеоне госпиталя, он, защитник обездоленных и врач бедных, добился того, что больницу не открыли. И здание, несколько лет простояв пустым, заработало уже только после смерти всесильного босса. Он умел заставить себя слушать и внушить к себе уважение, оказывая влияние сродни гипнотическому, особенно на простых крестьян. Но апофеоза своего могущества он достигает после высадки американцев на Сицилии во время Второй мировой. Никаких особых антифашистских заслуг у Микеле Наварро не было, зато были рекомендации Дона Кало и Калоджеро Вольпе, а также связи с Лаки Лучано и Чарльзом Палетти, большим человеком в американской военной администрации. За сотрудничество и помощь у союзников Наварро попросил не продвижение в карьере по медицинской линии, а разрешение на сбор брошенной при отступлении техники. Не без откатов все тому же Палетти, он это разрешение получает и, организовав переделку техники, создает первую компанию общественного транспорта на Сицилии. Впрочем, не стоит забывать, что по всей Италии в это время царят хаос и голод, и сляпанные из подручных средств и палок автобусы – несомненный признак прогресса и лучшей жизни. Бандитами Корлеоне руководит на тот момент Калоджеро Лобуэ, босс слишком старомодный и не приспособленный к задачам нового времени. Немолодой уже Лобуэ очень кстати умирает, но американские боссы, на тот момент имеющие огромное влияние на боссов сицилийских, Наварро всерьез как руководителя мафии не воспринимают. И для того, чтобы возглавить семью Корлеоне, направляют из океана своего представителя, Винченцо Каллуру. Однако Дон Микеле, несмотря на то, что он врач общей практики, решителен как хирург и оружие применять не боится, хотя и предпочитает яды. В общем, и реальный авторитет и власть по факту находятся в его руках. Он делит Корлеоне на две части
и назначает на каждую своего главу, который подчиняется непосредственно ему. Одним из этих глав и становится дядюшка Винченцо, оказавшись таким образом боссом второго плана и таким почетным преподавателем. Бизнес семья ведет по тем временам вполне обычный – крышевание и сбор дани. При этом размеры поборов очень четко выверены, иногда даже предоставляются рассрочки. В отличие от палермитанцев, Корлеоне не гнушаются похищениями людей за выкуп. Да и мелкая преступность на территории тоже есть, и до определенного предела большие боссы закрывают глаза на неокультуренных бандитов. Удивительно, но большинство населения очень довольно существующим порядком. Они рады, что живут жизнью, которая кажется им хорошо организованной, и даже называют себя счастливчиками. А главным родителем за такое счастье считают не кого-нибудь, а Дона Микеле, благодетеля, сурового, но справедливого. Когда он обращается к кому-то со словами или словом, да даже просто жестом, его адресат чувствует себя так, будто получил благословение, как минимум польщенным. А уж если удалось зазвать такого уважаемого человека на кофе или на аперитив, то это просто подарок судьбы. И при всем при том он продолжает свою деятельность как медик. Правда, с некоторыми нюансами. Однажды Наварро нацелился на должность, которая, вот незадача, уже была занята другим врачом. Тоже вполне авторитетным, хоть и не имеющим отношения к мафии. Наварро попытался убедить его выйти на досрочную пенсию, но коллега оказался упрямым. Дон Микеле ждал долго, целых 10 лет, а потом таки не выдержал и убрал несговорчивого доктора. Разумеется, не лично. У такого уважаемого человека есть кому выполнять грязные поручения, но тут важен итог. А в итоге доктор Наварро получил, наконец, заветное кресло. Убийство, чтобы запутать следы, выдали за совершенное из ревности местным Дон Жуаном, который, впрочем, легко доказал потом свою невиновность. В отношении Микеле Наварро расследование не проводилось. Дон Микеле, как уже говорилось, человек широкого круга интересов. Кроме медицины и руководства кланом, он занимается еще и политикой. Вначале Наварро был сепаратистом, выступая за отделение Сицилии от Италии. Потом стал монархистом и, наконец, как все высокопоставленные, да и простые члены Коза Ностры тоже, примкнул к партии христианской демократии, на тот момент правящей партии Италии. С политической деятельностью нашего героя тоже связано немало курьезов. Например, в день выборов у половины Корлеоне оказывались на руках справки, что у них плохое зрение, и в кабинке для голосования они должны входить в сопровождении. Справки и сопровождающих предоставлял, разумеется, Дон Микеле. И в качестве ответной услуги голосующий, скажем так, принимал во внимание мнение уважаемого человека о наилучшем кандидате. Но Наварро предоставляет своим политическим протеже услуги не только во время выборов, борьба ведется и после голосования, особенно с теми, кто слишком уж досаждает интересам главных работодателей и крупных землевладельцев. Как, например, Плачедо Ризотто, корлеонец, политик-социалист, профсоюзный деятель, лидер крестьянского движения по захвату принадлежащих помещикам земель. И что хуже всего, лидер популярный, а значит подрывающий авторитет крестных отцов. 10 марта 1948 года люди Наварро похитили Ризотто и жестоко убили его. Труп был сброшен в ущелье, останки нашли через год и опознали только по ботинкам. У этой разборки случился свидетель, оказавшийся не в то время, не в том месте 12-летний пастушонок Джузеппе Летиция. В тот же вечер Джузеппе попадает на лечение к доктору Наварро, а уже на следующее утро бедный мальчик умирает. Далла Кьеза, тогда еще лейтенант, талантливый и упорный борец с мафией, отдает приказ об аресте Наварро как заказчика убийства Ризотто, и крестный отец отправляется в ссылку в Калабрию, от которой, впрочем, могущественный босс очень быстро отделался и откуда вернулся триумфатором. Операция по устранению Ризотто проводилась под командованием Лучано Лиджа. Он тоже попал под суд, но был освобожден за недостаточностью улик. В клане Корлеоне Лиджи, юный мафиози, делает головокружительную карьеру. Дядюшка Микеле воспринимает его как настоящего крестного сына и надеется сделать из него человека. Вот только Лучано уже вступил в тот возраст, когда многие начинают тяготиться отцовской властью. К тому же Лиджи предпочитает учиться не у старомодного местного босса,
Эталон для подражания у него заокеанский супермен Лаки Лучано. Так что уроки Лиджи предпочитает брать у его ставленника, опытного гангстера из Америки, дядюшки Винченцо Калуры. Конфликт Наварры и Калуры обостряется, и Корлеонец в качестве предупреждения пришлому сначала убивает его сына, а потом и самого Дона Винченцо. Лиджи же, пока старшие разбираются, организовывает собственную банду. Наварро не был бы боссом, если бы кроме острого ума не обладал хитростью. Старый лис только делает вид, что доверяет Лиджи, но считает, что пока время радикальных мер не пришло. Все больше углубляясь в политику, Дон Микеле становится все более респектабельной фигурой, практически воплощением закона. У него прекрасные взаимоотношения с правящей партией христианских демократов. Он имеет 2 ордена, один за заслуги перед королевством Италия, а второй перед Республикой Италия, и выданный по инициативе президента. Положение обязывает, и орденоносец даже поддерживает на своей территории порядок, запрещая совсем уж откровенный беспредел. Но такая умеренность не нравится Лиджи, он становится все более агрессивным. Лучано выступает против контактов с государством, за терроризм, и главное, за участие в строительных спекуляциях, на которых можно делать огромные деньги, и против которых выступает Наварро как защитник интересов хозяев земель. Лиджи – глава экстремистского крыла Коза Ностры. Ему поперек горла близость Наварры с политиками, но еще больше – его близорукость и отсталость в вопросах бизнеса. Старый босс не замечает, что проводимая в Италии аграрная реформа кладет конец прежнему бизнесу, основанному на отношениях крестьян и землевладельцев. И в упор не хочет замечать золотые горы, дорогу к которым открывает наркотрафик. Конфликт постепенно набирает силу и взрывается, когда речь заходит о строительстве в Корлеоне плотины для орошения бесплодных земель. Наварро не хочет терять контроль над дефицитной в этих местах водой для полива и умело манипулирует землевладельцами и их страхом перед тем, что принадлежащие им земли конфискуют для нужд строительства и затопят. Лиджи видит интересы мафии совсем иначе. Он понимает, какие деньги можно будет заработать на этой стройке. Формально проект был одобрен, но благодаря интригам опытного политикана Дона Микеле он долгое время остается только на бумаге. Конфликт модернизации и архаизма становится неразрешимым, Наварро это понимает и пытается играть на упреждение. Оставаясь в тени, как всегда чужими руками, он организует покушение на Лиджу. Покушение неудачное, друг детства свистнул, предупреждая Лиджу об опасности, и тот сумел сбежать, получив лишь легкое ранение по касательной. Так, 24 июня 1958 года разрыв некогда практически сыновья-отцовских отношений стал окончательным. Все предпринятые Доном Микеле попытки уладить дело, если не миром, то хотя бы перемирием, Лиджи не остановили. И дело даже не вместе, просто 2 медведям в одной берлоге не ужиться. А молодой Лиджи чувствует себя уже гораздо сильнее старого медведя Наварры. К тому же Дон Микеле вынужден сохранять лицо бесспорного босса, на которого никто не посмеет покуситься. Так что максимум, что он может сделать в плане безопасности, это передвигаться, подсаживая к себе в машину пассажиров, не имеющих отношения к мафии, поскольку втягивать в свои разборки непосвященных тогда было не в традициях Коза Ностры. Но Лиджи человек современный, можно сказать продвинутый, с соблюдением традиций он не парится. 2 августа, когда люди Лиджи напали на машину Наварры, непричастный пассажир в ней был. Коллега, доктор Руссо, на свою беду принял приглашение подвезти его до дома. Машину изрешетили из автоматов, никто не выжил. После расстрела началась гроза с сильным ливнем, смывшим все следы. И хотя все знали, чьих рук это дело, никто, включая родственников Наварры, даже не заикнулся, что кого-то подозревает. На похороны Наварры в Корлеоне съехались все видные мафиози того времени. В городе был объявлен траур. А после здесь разразилась настоящая война между сторонниками Лиджи и Наварры, традиционной старомодной мафией с понятиями и молодых отмороженных бандитов. Старичье проигрывает. Их отстреливают беспощадно, даже когда те пытаются сдаться. И в итоге в Корлеоне воцаряется сначала Лиджа,
а потом и Риина, самый кровожадный экстремист за все время существования Коза Ностры. Вито Чанчимино, еще один знаменитый итальянский мафиози и политик, однажды сказал: «Мафии не существует с 1958 года. В тот год она закончилась убийством моего соотечественника из Корлеоне, доктора Микеле Наварры, потому что вместе с Наваррой они убили еще одного молодого врача, у которого была беременная жена. В тот день эти так называемые мафиози убили невинного человека. С того момента все было кончено. Потому что у мафии, как всегда говорил мне отец, есть каноны справедливости и честности, которые она соблюдает и исполняет, и убивает только когда кто-то совершил ошибку». Наверное, какая-то доля истины в этих словах есть, и бандиты Корлеоне после Дона Микеле были хуже, чем при нем. Но куда девать убитого Наварро и ребенка, который случайно увидел то, чего не должен был? Однажды в Италии